Всем привет! В этом видео у нас устройство Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2. С английского выражение Bedside Lamp имеет два перевода. Первый это прикроватный светильник, второй это ночник. Приходит нам все в пупырке. В комплекте идет переходник на европейскую розетку. На коробке нарисовано само устройство и расписаны некоторые его характеристики. Внутри нас встречает инструкция, но она полностью на китайском. Далее у нас блок питания 12 вольт 1 ампер. Длина провода 1 метр 40 сантиметров. Вилка, как вы видите, китайская. С фронтальной стороны у лампы элементы управления, с задней штекер для питания. Снизу ножки и продублированы характеристики, но опять на китайском. По столу устройство не скользит. Размер лампы. Высота примерно 20 см, диаметр примерно 14,5 см. Включаем лампу. Как я говорил, спереди элементы управления. Нижняя кнопка включения и отключения лампы. По центру полоска, отвечающая за яркость при текущем цвете. Верхняя кнопка по нажатию или выдает случайный цвет, или случайную температуру белого цвета. Зависит от того, в каком режиме устройство до этого было. Ну и давайте рассматривать, что у нас умеет приложение, а точнее два приложения. Рассматривать будем на смартфоне Blackview A7. Сейчас я тестирую этот смартфон, и если обзор на смартфон уже вышел, то сейчас справа сверху и в конце видео появится ссылка на него. Одно из приложений это Mi Home. Данное приложение объединяет все умные устройства от компании Xiaomi, но с ним есть проблема. Если вы в качестве региона выберете Европу, Россию или рекомендованный Сингапур, то добавить лампу не получится, ее просто нет в списке. Когда мы переключаем регион на Китай, то приложению резко становятся интересны наши телефонные звонки. После этого лампа добавляется, хотя инструкция по сбросу так и не прогрузилась. Все работает, но на камеру я это не словил, иногда между отправкой команды и началом действия лампы бывают затупы в 3-5 секунд. Предполагаю, что это связано именно с выбранным регионом. При смене региона список подключенных устройств сбрасывается. То есть подключить через Китай, а потом перейти на Россию не получится. Поверхностно функции данного приложения я посмотрел, но им я пользовался после распаковки минут 15 и на камеру во время записи видео. Остальное время, а это почти месяц, я использовал приложение E-Light. Функционально они одинаковые, но у E-Light и интерфейс с моей точки зрения поприятнее, и затупов с управления не было. Приложение также требует регистрации, но подходит логин и пароль от учетной записи к Xiaomi. Тут уже и лампа при выборе России есть, и инструкция по сбросу нормально прогрузилась. Первыми нас встречают пресеты. Далее белый цвет с изменением температуры и яркости. Далее статичные цвета и последнее поток. Вы выбираете 4 цвета, скорость потока и яркость, после чего лампа начинает постепенно менять эти 4 цвета. Пресеты. Восход и закат в сильно ускоренном виде вы сейчас видите на экранах. Длится каждый из них в реальном времени примерно 10-15 минут. Night Mode – ночной режим, он же ночник. В этом режиме у устройства самая низкая яркость. Другим способом выставить настолько низкую яркость у устройства у меня не получилось. Яркость настолько маленькая, что на расстоянии вытянутой ладони люксметр показывает 0 люкс. Это именно режим ночника. Если вы ночью войдете в комнату с таким ночником, то он вас не ослепит, при этом крупные предметы будут видны. Ну а дальше куча режимов, которые с моей точки зрения или крайне специфичны, или просто бесполезны. Birthday Party. На русский вечеринка в честь дня рождения. Устройство циклично меняет цвет между каким-то розовым и желтым. Movie. На русский фильм или кино, синеватый цвет. Dating Night. Вечер свидания, оранжевый. Home, дом, просто яркий нейтральный белый цвет. Romance, романтика. Устройство циклически меняет цвет между каким-то розовым и фиолетовым, при этом яркость выкручена на минимум. Flash Notify, уведомление. Устройство несколько раз моргает ярким белым цветом и возвращается в предыдущий режим. И последнее Candle Flicker, мерцание свечи. Теплый белый свет с изменяющейся случайным образом яркостью. Вживую из-за угла это может отдаленно напоминать мерцание свечи. Но когда оно у тебя в поле зрения, даже близко не похоже. Сверху справа настройки, но там ничего интересного. Время работы сбрасывается при сбросе настроек устройства. Снизу слева включение-отключение лампы. Снизу по центру добавление режима в избранное, справа куча дополнительных функций в всплывающем меню.
Тут у нас пресеты цветов, список избранных, режим пипетки, который выставляет цвет лампы по центральной точке на камере, таймер самоотключения, расписание включения и отключений. Ограничения на количество не нашел. В качестве режима при включении можно поставить не только определенный цвет, но и какой-либо из пресетов. К примеру, в обычной ситуации у меня стоит пресет рассвет за 10 минут до включения будильника. Музыкальный режим. Он работает только когда вы в одной Wi-Fi сети с лампой, и так как у лампы микрофона нет, задействуется микрофон телефона. Свет по умолчанию – это настройка цвета при включении. Ночной режим. Если включить этот режим, то в указанный период времени при включении лампы будет включаться пресет Night Mode. Обновление прошивки. Управление по LAN. Точного описания функции не нашел. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Также при наличии нескольких подключенных устройств в приложении есть возможность сделать шаблоны поведения и объединять устройства по комнатам. С программной частью закончены. Посмотрим, что с яркостью в различных режимах и ситуациях. Режим ночника, он же Night Mode. Расстояние между люксметром и устройством вытянутая ладонь, то есть почти в упор. Люксметр показывает 0, то есть свет очень слабый. Можно ли читать, используя тонко этот светильник? Я сел в кровати максимально близко к краю, взял книгу и измерил расстояние от светильника до книги. Получилось около 50 сантиметров. На видео светильник в самом ярком режиме, расстояние до люксметра около 50 см, результат около 171 люкс. В разных источниках разная информация о необходимом освещении при чтении, но минимальное значение, что я нашел, это 200 люкс. Для того, чтобы было хотя бы 200, нужно, чтобы от этой лампы до книги было меньше 44 см. Читать под ее светом действительно возможно, но она должна быть достаточно близко к книге. В разноцветном режиме яркость совсем небольшая. По поводу энергопотребления. Тут все как указано на коробке. Максимальное потребление действительно 9 Вт. Разберем устройство. 4 болтика находятся под резиновыми ножками, откручиваем их, снимаем крышку и видим утяжелитель на обратной стороне. С другой стороны у нас плата. Мозгом является микроконтроллер ESP-VRUM32D. Посмотрим, что там со светодиодами. Откручиваем еще кучу болтиков. 12 белых и по 2 красных, зеленых и синих. Сверху на них устанавливается рассеиватель. Ну и немного моего личного мнения. Мне лампа понравилась. В темноте она выглядит очень интересно, но как только попадает в свет любой другой лампы, тут же становится просто белым бочонком. Ну или не совсем белым. Естественно, хотелось бы чуть-чуть выше яркость. Мне непонятно, почему не было вставлено просто куча RGB светодиодов хотя бы вместо центральных 6. Но, наверное, я чего-то не понимаю и была веская причина. И еще хотелось бы иметь возможность задавать цвет через RGB или подобный код. Программой Mi Home с моей точки зрения имеет смысл пользоваться только если эта лампа у вас будет как-то связана с умным домом. В других случаях E-Light с моей точки зрения выглядит интереснее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!